Вы знаете, в сайте много людей используют то же самое. Вот проблема здесь, что люди придумают сами, и, может быть, будет единственный человек, который использует вот этот хэштег. Есть несколько очень популярных, как love, да, и freedom, и море, и так далее, где есть millions. Есть, допустим, очень успешный follow me, вы все знаете, да, это кампейн follow me. То есть это очень хороший хэштег, потому что это очень emotional, и когда он придумал, это было как уникально, то есть это был его. И он придумал follow me, и много людей понравилось follow me, и они используют. То есть это очень успешный хэштег. Но создатели очень интересно это смотреть через их geotag. Я иногда просто помогаю там, именно с их Facebook. Но смотря на Instagram, что мне нравится, что это показывает, как чем православные, да? То есть они могут использовать их церковь как зал. Да? И поэтому есть много людей, которые едут, ходить туда на разных причинах. Они делают фотографии в Instagram и geotag. И это очень интересно просто смотреть на geotag, потому что вот есть стандартный, да, inside, outside, да, как. А потом начинаем вот мы видим, как люди видят мир, да, вот Anglican Church. То есть и начинается для меня, что очень круто в Instagram, это просто творчество людей, да, то есть здесь это какой-то необычный вид, да, it's quite cool. Это даже был, неделю назад, когда было много снега, это просто по-моему, из Uber Office, это рядом, у них есть cool чердак. Есть какие-то детали, элемент, да, где-то. Есть очень интересный потолок. Это благодаря потолок, что акустика очень хорошая там, много концертов. Вот это мне очень нравится, совсем нестандартный вид на башню. Да? Это все просто обычные люди, которые снимают, я тоже поставил много хэштег, что такое Warhammer? Warhammer 2K17, weird, да? Часть командического корабля, как upside down boat, но это как творческий taglines. Это очень уникально. Есть еще более стандартный, да, англиканская церковь, так далее, И что мне очень нравится, что это очень хороший вид, да, Fish Islands и так далее, и так далее. Есть какие-то еще мероприятия, там люди, которые делают репетиции. Вот это тоже было, по-моему, даже 3 дня назад. Мне очень нравится, это не Photoshop, это просто 2 love hearts. Очень просто случайно. Вот. Поэтому очень creative storytelling, есть вот 3 axes. И мне очень важно, что когда вы будете поставить пост, вы думаете, как вы будете соединить и получить большую аудиторию. Statistics and trends, okay? Я должен быть, как сказать, несколько слов сначала, как warning, что больше всего статистика это будет немножко больше global, да, потому что я страниц, я смотрю больше на все мир. Это, конечно, понятно, что в России есть, это очень уникально, что в России вот каждая важная social media есть русский эквивалент, да? То есть Google есть Яндекс, Facebook есть ВКонтакте, Gmail есть mail.ru. То есть это очень уникально в России, то есть и Китай. Больше остальных стран, Европа, Америка, они используют все то же самое мир. Есть еще один момент, когда я ищу статистику онлайн, я просто делаю search на английском.
Да, это тоже имеет значение, потому что statistics, они все меняются чуть-чуть, зависимо от языка и вашего searching category. И третий, you are focused groups. Я буду спросить вам несколько вопросов тоже по поводу statistics. Мой любимый статистик про... вообще есть такой... Вы знаете Gallup polls? Yes. Да? Вы знаете? Ну, нет, окей. Gallup очень известный в Америке, но он больше как 70-е годы начинался люди, когда был вот сначала самый большой agency business. И мне очень нравится, что его была такая цитация I could prove God statistic. Да? Он был очень такой умный человек, и он сказал, что он всегда может найти цифры, которые были нужны, независимо от ситуации. То есть он может, если ему нужно делать yes или no, он может найти статистику. Вот он так сказал, что статистики, они спорны, да? И должен немножко осторожно. Но есть очень интересно, хороший тренд книги, которая является каждый год в январе. Это сделано Innovation Group, это часть Джей Уолтер Томпсон. Они очень хорошие, они делают каждый год, уже последние 10 лет. И они смотрят на 100 trends, 100 trends, которые будут на следующий год. Да? Это был для 2018. Это очень важно, что когда будут смотреть на статистику, люди, которые делят статистику, у них есть история. Эта история, это понятно. Gallup, у них есть большая история, у них тоже есть немножко вот 10 лет этих программ. И есть несколько еще, которые, ну, их методология не очень понятна. И должен осторожно с этим. Но что интересно здесь, просто я сделал свой little тест про Instagram в 2018. Я просто, это большой документ, может 200 страниц, много слов. Я просто искал слов, search Instagram слов. И потом я сделал search Facebook, search Twitter. И было очень интересно, что Instagram является 50% больше, чем Facebook. В этом году. То есть они считают, что есть больше интересных вещей, связанных с Instagram, чем Facebook. Но это, конечно, немножко вот так, но это интересно. И знаете, это смешно, но был много лет назад, по-моему, 30 лет назад, есть такой газета, называется The Economist. И они сделали то же самое. Они сказали, давайте придумать такой смешно отсек. Давайте делаем, Макдональдс тест, Big Mac тест. У них есть такой coefficient, сейчас называется Big Mac. И они делят сравнение, экономия, каждая страница связана с стоимостью Big Mac. Сначала это была шутка, а потом они поняли, что это не шутка, это реально очень круто. И сейчас, и с тех пор есть в The Economist magazine The Big Mac Index. Это очень интересно, потому что показывает стоимость Big Mac и сколько это стоит по сравнению с зарплатой. И есть много вещей. То есть это очень хороший инструмент. То есть, но это не Big Mac тест, но это немножко то же самое. И Instagram 3 раза больше, чем Twitter. Да? Но это не сюрприз в России, но это сюрприз за границей. Потому что Twitter это очень популярно. А кто использует Twitter здесь? Кто читает Twitter, но не использует? Почти то же самое, окей. Иногда получается, что есть гораздо больше количества рука, когда кто читает. То есть Instagram это очень интересно, это очень актуально, и есть какой сильный рост сейчас. Вот это в январе, это сейчас, то есть это leading countries based on number of Instagram users. То есть, в принципе, Россия это в 6-е место. То есть
ну, есть Бразил, Америка, понятно. Россия 6-е место. Но 25 лет назад, по-моему, он был только 12 миллионов. То есть 2014. То есть это конца, что только 15-16. В принципе, 3 года назад это не половина. В принципе, рост быстро. Но что очень интересно, это следующий факт, что Россия это 6-е место по поводу количества. Россия во 2-м месте после Америки с точки зрения трафика, да, и engagement. Привет. Come and join us. То есть, для меня это очень интересно. То есть больше людей в вот все это, Бразил, Турция, Индия и так далее. Но все равно Россия очень активна на Инстаграме. Честно говоря, это было для меня очень на работе был чувствительно, потому что много людей, которые начинают использовать Инстаграм, и они все время используют Инстаграм последние 6 месяцев. И мы все обсудили через Инстаграм. Я не знаю, если это только мое впечатление. Поэтому вот эта статистика для меня не очень большой сюрприз, потому что это отражение, что я видел на работе. У вас тоже было впечатление, что Инстаграм очень быстро последние 9 месяцев? Окей, да. Это хорошо. Это значит, дай много возможностей здесь. И есть много вещей, буду разговаривать по поводу потом. The word trend. Да, это сложно слайд. У меня всегда есть немножко сомнения по поводу word trend, потому что это немножко спорно. Да? Это просто мы живем в мире, где есть big trends, да? То есть все люди вот туда или туда. Есть еще какие-то маленькие micro-interests. Да? То есть, допустим, Netflix. У кого есть Netflix? То есть, no. No Netflix. Okay. Какие-то music subscription. Music subscription? Apple Music. Apple Music, okay. Но в принципе, они большой тренд, да? То есть, Spotify. У кого есть Spotify? Не работает в России. Не работает совсем? Ну, No VPN, да. Сложно. Окей. Я думаю, что уже начинал. Интересно. Но то есть это как big trend. Потом есть такой micro-interest, насколько мы можем все соединить. Да? То есть мы можем найти людей в Японии, которые очень любят graphics на skateboards. Да? Мы можем найти feminists в Америке, которые любят Zine magazines из 80-х годов. То есть вот этот эффект connectivity allow мы можем вот connect and reach людей. Это не важно. Мы не должен быть просто в одном комнате. Мы можем найти interest groups. Это тоже это хорошо, потому что, конечно, круто, что я могу разговаривать с людьми в Бразилии по поводу серфинга. Это не было возможно раньше, но есть, конечно, негатив с точки зрения, но мы видели, да, в политике, как люди немножко более экстремально в их opinion. Они думают немножко более экстремально мысли про политику, потому что они сидят в группе, которые очень похожи на их точку зрения. То есть очень важный момент и для успешных, как мы говорим про interest groups и focus. Самые успешные люди на Instagram, у них есть очень такой focused interest. Да? Самое лучшее, я получил вот эту книгу очень красивую из Instagram account, и у них есть много интересных статей про разных людей. Но это понятно, вот каждый людей есть очень specific interest на Instagram. То есть вот это один из моих любимых, Stace Lace. Это немножко crazy, да? Американка, она живет в Нью-Йорк. Ее, в принципе, этот слайд немножко старый. То есть я проверил сегодня, она исчез. Последний год, я не знаю, что случилось.
То есть она она работала как фотограф, это был ее day job, ее был такой маленький insight, да, она всегда, когда она ходила по Нью-Йорк, она просто всегда заметила, у нее были немножко короткие ноги, и она всегда заметила, посмотреть на ноги других женщин, потому что она всегда хотела ноги немножко длиннее. И она сказала, что Нью-Йорк это сити, где все гулять, все ходить, и когда люди ходят, они вот смотрят на check each other out, они смотрят на друг друга, так очень physical, да, presence. И она решила начинать снимать колготки людям. Это просто люди, которые нашла на улице. То есть это не фотосъемка, она просто видели вот такие люди. Это очень Нью-Йорк, да, такой crazy, яркий, нестандартный. Она просто спросила, и именно сделала почти вот так, пожалуйста, стой. И это заметно, да, что руки не видно, да, здесь. Чтобы они не видно, они должны стоять вот так, да, руки наверх. И ее всегда был вот та же самая, сейчас она нашла хорошая стена, какая-то фактура, и получается, что очень сетап, да, вот очень как та же самая. Но очень яркий, индивидуально. Это был big hit, то сразу было много журналов разговаривал про ее на онлайн, Time журнал тоже что-то писал про ей. Это интересно, потому что я часто использую вот этот слайд как пример. Я очень люблю, я время просто посмотрю. Я нашел ее, по-моему, 2 года назад, то есть я использовал последние 2 года. Я просто, как обычно, когда собираюсь лекции, просто проверил линк, насколько это актуально сегодня, может быть, refresh, и она исчезла совсем. И все статьи, где было написано, что... нет, не здесь, это другой. Где был какие-то линк на ее Instagram, это все был блог, и так далее. Я думаю, что случилось. Потом я узнал, что ее какие-то City Makes Fashion. Я думаю, что она стала, сначала она была такой creative, crazy, hipster, и потом стал такой mainstream, да? Она открыла какие-то веб-сайт, но он немножко потерял, по-моему, magic, да, что было раньше. Но, честно говоря, я не знаю, что случилось именно с этим Stacey Lace, но это загадка. И жалко. И есть еще, вот, есть дизайнер, очень люблю, и весь вот сейчас буду просто показывать, насколько фид, я думаю, что очень интересно и красиво. Джессика Уолш, она очень крутая дизайнер, опять в Нью-Йорк, это просто случайно. И ее фид, он очень такой controlled, да? Она делает вот такой words, color, то есть какие-то слова, какие-то мысли рисованы, потом какие-то картинки. И очень такой график дизайн. Это один просто поставил на фон фотография, это был один рекламная кампания, которую я снимал. Но очень понятно, что ее Instagram очень такой focused и один стайл, да? Но это очень хорошо для Instagram, это очень помогает. Самый успешный, она всегда есть один как главный мысль. И есть еще несколько crazy people, которые мне нравятся. Вот этот guy, он делает просто miniature, то есть miniature food, да? Вот Instagram fantastic, да? Вот такой crazy people doing fantastic things, да? И, то есть, и вообще, если вы смотрите, что, oh my god, столько там вот работы и деталей, это не так просто. То есть это много часов, hours of love, да? Есть еще вот человек, который делает, какие-то graphic image на стенах и interaction
with a person. И есть еще один tendency. Этот сайт, это как называется, это общий сайт. То есть они используют, люди поставят их picture, потом поставят хэштег этих людей, а потом они собирают самое лучшее, коллектор. Да? И Urban X это Urban Exploring. Это большой тенденция, такой тренд сейчас. Есть люди здесь, которые делают такой crazy urban exploring? No? Okay. Я видел, сколько людей, которые, есть красивый особняк рядом с Москвой, старый, разрушенный, да? И был очень интересный фильм, по-моему, год назад, люди, которые нашел русский Space Shuttle, как называется? Space Shuttle, да? Русский космос, да? Где-то в Байконур, и потом они просто прыгнули туда, снимали. Но он так видели, но просто там был Space Shuttle. Очень cool. Но они очень красиво, такой, как haunted, да, такой old, что было, да, и сейчас все потерял. И just some more crazy, interesting people. Вот этот guy, мне очень нравится. Он просто пишет. Есть много людей, которые делают очень банально Instagram. Да? Это просто это фотография my food, да, потом my coffee, а потом опять my food, а потом опять my coffee, а потом просто песочек на работе, и какие-то селфи. И этот человек просто пишет все вот эти ерунда на post-it note. И потом поставить, a picture of my cat sleeping on my bed. Just a picture of my grilled cheese sandwich. A picture of words in chalk on an artistic local ice cream shop. Как именно и есть. То есть это copyright очень смешно здесь. И вот в этом я могу просто сидеть и просто читать долго. Да? Но именно как glossy магазин, да? Просто это разных людей с такой нестандартный интерес. Но это, наверное, немножко более стандарт, да? Но все равно interesting. Да? Если мужчина любит просто костюм, галстук, это интересно, вдохновение, какие-то комбинации, хорошо. Но опять очень постоянно он делает один мысль. И это получается big following. И так далее, и так далее. Just, вот это очень интересно. Present and correct. Это тоже такой коллектор сайт. Это понятно коллектор, да? Чтобы просто поставить самое лучшее. Но он всегда такой, что-то очень аккуратно, очень креативно, но есть такой perfection, да, такой очень neat и tidy и красиво. Я просто покажу сейчас вот насколько из мой любимый, а потом буду разговаривать по поводу насколько интересных crazy guys. И еще вот architecture тоже большой на Instagram, то есть много есть Макаун. И вот это minimal lockup, это опять коллектор. И коллектор всегда, в принципе, стандарт лучше, да, потому что очень более широкий, да, он смотрит на самые лучшие Instagram posts. И всегда вот такой чистый и свежий, да. И вообще architecture, ну, это даже почти не вариант, да, что это architecture. Это просто как therapy, да, просто можно смотреть на эти красивые картинки. И потом очень интересно догадаться, где вот каждый вот здание, да, насколько понятно, но есть много вообще иногда очень big surprise, да, какие-то crazy country, как Egypt или Ирак, да, потом сразу какие-то great building.
И есть, вот этот человек очень интересно, и Parisian Floors, и он не только постоянно вот это делает, он уже почти, последние 2-3 года, это немножко уже что как можно reboot, да, потому что это понятно, что должен быть какие-то constant focus, но все равно надо reinvent, yeah? Но самое вот интересное человека с точки зрения reinvention, я всегда думаю, она уже здесь, да, ее карьера, здесь Мадонна, она всегда была. Вам нравится Мадонна? Есть люди, которые слышат Мадонна? No? Okay. Но что очень интересно в ее карьере, это был 30 год, для сингера это было совсем необычно, да, потому что она обычно вот певица не больше, чем 5-10 лет, она, по-моему, 30 лет, и недавно она даже была на Super Bowl в Америке, да, 2 года назад, по-моему. Она была уже больше, чем 50 лет, и было какие-то очень огромное количество просмотров. Но что было интересно, что его карьера всегда она reinvent, да, она все равно Мадонна, но она была вот сначала в 80-е годы, да, она была как Like a Virgin, потом она была Material Girl, потом Tomboy, потом Dominatrix, потом музыкант, потом media actress, потом working mom, supportive wife, потом author. Она писала книги последние. Это очень интересно, что она вот всегда, она не стояла на месте, она была Мадонна, но она меняла, что она делает. И это тоже важно, да, что если есть какие-то постоянный look, и надо каким-то образом refresh, да, то есть надо вернуться, смотреть на это. И что интересно, вот этот человек, вообще для меня вообще шок, как он мог найти столько пол, да, вот, и снимать. Называется Parisian Floors. Сначала он просто снимал в Париж. И когда я первый раз видел, думал, что как это можно найти столько красивых пол в Париж. Но это было возможно. А почему? Потому что он просто, его day job, да, он фотограф интерьера. Да, то есть он, в принципе, все время в этих разных местах. И он знает, где есть хороший пол. А потом он путешествует по всему миру, и он делает такой проект. А потом его Instagram стал источник для новых проектов. То есть буквально несколько месяцев назад он сделал вот этот с Gucci, да, то есть потому что it's all about the shoes, да? То есть они соединили вместе, и они даже летали в Кубу, то есть они решили, что круто. В Кубе реально есть много красивых пол, они дали ему очень много разных, очень красивых вот Gucci shoes, и сделал совместный проект, commercializing вот этот его интерес. И потом еще один человек, который creative guy, он просто очень люблю, он делает такой gel animation, то есть он рисует просто на прозрачный фольга, на прозрачный ацетат, пленка, спасибо. И то есть он просто стоит перед каким-то вид, да, рисует на пленку и снимает фотографии через пленку. Получается, какие-то персонажи, да, которые являются из мусора, да, или какие-то crazy monsters за углом. И он тоже делает анимации. То есть, допустим, он много сделал для Vauxhall. Он начинал на
Instagram. И потом они нашли его, и он сделал полный кампейн, вот его такой crazy style. Давайте мы посмотрим один экземпляр. Сейчас я видите саунд. Нужно не так важно сейчас. Ой. То есть они очень такой короткий и фан, да? И то есть есть много вот такой на его Инстаграм. И есть еще вот просто короткий, легкомысленный, но забавный. Ой, sorry. Да, и видно, да, что в руках видно, да, вот здесь как он меняется, и stop animation. It's cool и fun. Потом, и как я читаю, что there's no such thing as a boring topic, да, что не бывает скучный сюжет. Я думаю, что это зависит от человека, когда могут разговаривать об этом. Да? So there's no such thing as a boring topic. Passionate people always find the excitement. Да? То есть иногда люди говорят, что это понятно, что этот человек, он умеет рисовать, и он сделал такой крутой анимейшн, и это crazy женщина с колготками. А что если, допустим, я очень скучный сервис безопасности, да? Никто не хочет узнать про нас, тем более если мы вот служба безопасности в аэропортах, да? Мне не только скучно, люди ненавидят нас, да? Потому что не мешает их процесс, вот, но перед самолетом, да, все это security надо все снять. Есть такая организация в Америке, называется TSA, Territorial Security something Agency. И у них есть реально очень прикольно Instagram. И у них есть безумно много followers. Они сейчас на какие-то заметки даже сегодня, когда я просто проверил, как они уже сейчас на какие-то award ceremony, да, то есть их Instagram feed. И потому что реально у них есть очень хорошие люди, которые работают на Instagram. И в аэропортах есть много crazy people, да? То есть это очень интересно из их точки зрения, что они видят. И они поставили картинки, вещи, которые люди попробуют взять с собой на самолет, да? И это вообще просто нереально. Но guns, окей, но не все понимают, что guns не должен быть, но почему вот такой swords, knives, что какие-то crazy knifing, у них есть много вот multiple firearms, гранат, и comb knife, и вообще mace такой вот, и вообще очень забавный. И они поставили, всегда есть такая позитивная история с ними. Они не какие-то негативные, они всегда с точки зрения, что я должен помочь. И сейчас секундочку. И они просто как-то, они используют вот эти картинки, в принципе, как служба, просто как teach, да, чтобы люди понимают, что, в принципе, это нельзя взять с вами пистолет. Пожалуйста. Но видео, я даже не знал, что в Америке ты можешь поставить пистолет не в ручной багажник, а именно в багажник, который дать. Я это не знал. То есть я это узнал на этот сайт. Они сказали, что, пожалуйста, не надо взять с собой в самолет, но можно просто поставить в ваш багаж,
И надо читать, ну, как правильно это делать, потому что есть какие-то системы, но готовый пистолет, который будет в багажнике, который будет, да. То есть у них есть, это вообще просто очень funny, да. То есть вот, like a grenade, someone tried to take a mortar, да, и, то есть, в принципе, what, thinking about lobbing an inert mortar into your checked bag, even if you enjoy gambling, the odds are greatly in your favor that it will not work for you. This was discovered in the traveler's bag at Sacramento International Airport. Это все реально. То есть человек летал в Вегас. Есть несколько очень интересных вещей по поводу пистолета, но это был, как называется, хука, да? Хука, кальян. И он сказал, что мы знаем, что это пистолет, то есть, но сначала мы думали, что это пистолет, потом мы поняли, что это кальян, но все равно нельзя взять объект, который похож на пистолет. То есть это очень интересно, вот, и там написано, что можно делать, что нельзя. Вы все видели, да, вот это Dino Rex, да? То есть они тоже, они очень актуальны, да, то есть, да, вот это очень интересно, я даже забыл. То есть это актуально сейчас, да? Вы все видели? Да. Видели, окей. И то есть они просто хотели использовать какие-то актуальные новости, и они сказали, что, к сожалению, это невозможно, если вы именно динозавр, вы не можете, в принципе, ходить в салон, вы должны быть в багаж. Почему? Потому что невозможно поднимать в руках наверх. Потому что он такой маленький. То есть, вот это вообще Instagram, это абсолютно, это просто, это хит. И они всегда очень конструктивны. То есть иногда у них есть какие-то цифры, да, просто, ну, как, вот это белое, что каждый год больше и больше они говорят, что вот пистолет, firearms, оружие, которые они нашли в ручном багаже. Он понимается каждый год. Это strange, crazy America. Потом сколько оружия они нашли в каждом аэропорте. То есть очень интересно, что южнее это страшнее, чем, ну, это понятно. И вот тоже очень интересно по поводу gold teeth, да, вот это, как называют, gold grill, ну, как rappers, и они сказали, это было по поводу lost property, то есть какой-то человек нужно снять во время скан, потом он забыл, они сказали, что все есть в lost property. То есть это реально очень, очень большой following. Не видно. Да, все же видели, да? Вы все видели вот это? It's crazy. Anyway. Вот это очень неожиданно. Activity. Это единственная страна, где мобайл это не мобайл. Да? Больше всего людей забивают их мобайл дома. Я говорю, что больше нравится вот typography, то есть именно как sign painter, говорю по-английски. И один из моих любимых, это вот человек Питер. Вы слышали про Иван Забавников?
И он тоже очень простой, потому что вот есть, по-моему, 2 года, говорится сегодня. Это, по-моему, 2 года назад. Потому что я сделал в Instagram вот этот лекцию несколько раз. Мне очень интересно сравнить, что было в несколько людей. То есть он еще продолжает. И, в принципе, качество его фотографий стало лучше. Это точно. И он просто, как сказать, он бейкер. То есть он делает хлеб. И он вообще очень любит. И он passionate about хлеб. Да? И очень интересно, что когда он поставит вот, на каждый он получается почти 2000 лайкс. Yeah? То есть он уже на уровне micro-influence. Да? То есть такой идея, есть большой инфлюенсер, да, но селеб и так далее, и так далее. И сейчас более важно это micro-influencer. То есть они говорят, что это где-то 1000 до, спорно, да, до 10 000 followers, даже до 100 000, несколько людей так говорят. То есть он и micro-influencers это лучше, потому что micro-influencers, их followers более engaged, да, то есть они будут interact. Как я вспомню, что на micro-influencers около 8%, да, люди просто либо лайк, либо поставят коммент. Но на большой звезде, вот есть миллион, да, вот, followers. Это около 1%, может меньше. Если я хочу миллион, то есть мне нужно 10 человек, 10 micro-influencers. То есть это больше работа для рекламодателя. И вот это был, вот здесь просто, по-моему, полтора года назад мы сделали какие-то exercise, Instagram урок, упражнения с людьми здесь. И просто они создали свои идеи. Это было немножко интересно, просто было сердце, просто нашли. И следующий мне очень понравилось, к сожалению, она только сделала, по-моему, 15. Paper Cut Life. Очень такой нестандартный. Просто она решила просто снимать paper cuts. Очень крутая история. И чтобы я начал вот полтора года назад, он был большой перерыв, я заметил, что уже последний 3 был, последний месяц, что, наверное, она решила продолжать. Но очень интересная тема, и тема очень, как нестандартная. Paper life, paper cut life. Это мне очень нравится. Вот это хотел сказать по поводу how to be popular, но это, конечно, это большой вопрос. И есть несколько вещей. Сейчас я взял из одной книги, которая есть дома, я еще просто использую как есть. Есть несколько вещей очень интересных по поводу increasing, что будет больше engagement и больше популярность на Instagram. Что очень интересно, что geotag это очень важно, он здесь. Да? То есть, если вы будете просто geotag, то есть ваша эффективность будет на 80% больше. То есть, если вы используете другой человек user handle, это будет 56% выше. Хэштег даже только, то есть вообще пост без хэштега это вообще нонсенс. Там надо какие-то хэштеги поставить и придумать. Мы будем немножко разговаривать про хэштеги. Интересно, что фотографии больше интересно, чем видео. Потому что это быстрее. Да? То есть люди, видео это немножко invest time, это 5 секунд, это надо кликнуть start, где звук, и так далее, и так далее. Поэтому просто это не сюрприз. И это тоже не сюрприз. Когда есть человек или лицо, это 30-40% больше engagement. Но это всегда было именно стандартная реклама. То есть head, это люди всегда смотрят на глаза и на лицо. Это очень интересно для них.
И сейчас. А потом я просто хотел немножко разговаривать по поводу Instagram and commerce. У вас кто есть здесь из SMM agency или media agency здесь? No? Media. Окей, хорошо. Не слишком много. Потому что я не media, я просто creative, поэтому, в принципе, немножко сложно. Но Instagram это очень интересно в мире commerce. И почему? Я просто думаю, что как сначала это просто как great shop window, да, потому что он glossy магазин, как я сказал раньше, и в принципе products просто если они хорошо снятся, даже если они не очень хорошо снятся, даже если они даже окей снятся, вещи выглядят очень хорошо на Instagram. То есть, вот это я решил просто поставить, просто так Gucci, да? Просто looks cool, да, на Instagram. Это их стандартный фид, у них потом есть несколько дополнительный фид, это новогодний. Это был какой-то новогодний праздник, это был какие-то еще связаны с Рождества. Но в принципе, он очень хорошо looks good, да, то есть в принципе, это люди, которые работают на каком-то, они очень любят Instagram, потому что он действительно looks good, есть хороший engagement, то есть engagement гораздо выше, чем Facebook остальных. По-моему, это 80% engagement on Instagram, то есть это гораздо выше, чем остальных. Instagram сами, конечно, понимают, что это очень важно. И у них есть много tools, даже много case studies, которые можно читать и смотреть. То есть Instagram for Business. То есть они очень сильно сейчас делают какие-то push and develop. Наверное, мы все знаем, что... Как это было? Год назад, да? Sponsored Stories, да, начинал. Это очень интересно. Есть несколько брендов, которые очень хорошо с этим. Airbnb. Вы все используете Airbnb? Но Airbnb он такой cool, young, media бренд. И, конечно, Sponsored Stories это очень хорошо для Airbnb, потому что в каждом доме, в каждом городе, да, есть история, да. То есть все люди, которые дают их недвижимости, они могут просто делать какие-то маленькие feature story. Они очень короткие, они вот на 5-6 секунд и rotate. Есть еще очень крутой ice cream в Америке, называется Ben & Jerry's. Кто-то знает про Ben & Jerry's? Это очень specific. Но они всегда был такой young and cool. Они тоже используют много вот этот. Есть один кейс, для меня это, что очень хорошо в бизнес на Instagram, если как, допустим, small business, да, и в принципе много людей в творческом мире, то есть именно наш мир, да, много людей, кто здесь работает, есть люди, которые работают фриланс или самостоятельно, 3, 4, окей, достаточно много. Поэтому Instagram очень хороший инструмент, чтобы соединить с людьми. Если особенно ваш товар, он визуально, да, то есть это хорошо для illustrators. Но если художник, это именно один фильм из этот веб-сайт. Clay to me is so exciting because the sky's the limit. The feeling of the clay moving through my fingers, that's my favorite part. I started making pieces and realizing, oh, my friends want to buy these, and oh, if I had a few more set aside, I could sell more. So it just slowly evolved into a business. Never thought that I would become a potter.
It's been an interesting journey moving across the world and starting a business here. Scary, to be honest, but really exciting. Balancing my time is always a little bit tricky since I do own the business and the marketing, the shop upkeep, and the production of all the pieces. I first started using Instagram as a personal platform and then realized this would be a great thing to define more clearly as a business tool. What used to be such a difficult process, getting out your big clunky camera, snapping all these pictures, editing it later, now with Instagram, you can adjust all those little details in a picture and make it just what you want. I've definitely been seeing sales directly from Instagram. So oftentimes I'll post a piece that is available, and then frequently in the comments, people will say, okay, how do I get one? Even if I don't have a brick and mortar shop in 35 years, Instagram will continue being an integral part of what I do. I can continue to show that group of people what my work is developing into. To интересно, это просто как instant catalog, да, который будет доступен по всему миру. Она сказала, что раньше это был процесс очень сложно, она просто было нужно снять, потом было нужно download, потом было нужно редактировать. Сейчас это очень instant. А потом люди просто смотрят, насколько audience очень engaged на Instagram. То есть люди смотрят и говорят, что это интересно, я хочу покупать, узнать. Но вот в этом есть маленький момент. И для ее, насколько она маленькая, да, вот такой крафт, да, какие-то художник, люди просто пишут комментарии, я хочу, а потом она будет ответить, и все очень просто. Но если вы немножко больше объем, да, like супермаркет или какие-то clothes brand, наверное, вот это один но, да, потому что они не могут просто смотреть на все comments, и пока не было какие-то связи между картинки и продаж. Но сейчас уже есть инструмент, который можно поставить, и вот, то есть converting into shoppers, да, то есть она сказала, что она получила comment, потом она просто, это one-to-one business, это художник, но если у вас есть больше объем, это сложнее. И у них есть какие-то, ну вы все знаете, в Instagram есть какие-то дополнительные инструменты, like hyperlapse, которые делают pictures, still stop motion pictures. Вот это еще один tool, third party, yacht pipe, который в принципе он чуть-чуть меняет вот этот интерфейс, да, то есть сразу можно делать link to buy product. Ну, допустим, это очень коротко объясняет. То есть это бренд моды, да, то есть понятно, что у них больше аудитория, количество людей. Я не знаю, если было понятно, потому что сначала это было Instagram, потом именно через вот этот хитрый app дополнительный, просто менял сразу на их веб-сайт. Вот это раньше был проблема на Facebook, то есть на Instagram. То есть Instagram, они много занимаются этим. И потом был несколько quite interesting ads, sorry, here's the next one. Вот это получил приз в Cannes в прошлом году по поводу health awareness, по поводу drinking, да, люди, которые есть проблемы. И очень интересная кампания, я не буду сказать. Это был fake account. Она была просто популярная женщина.
Да, это был французский кампейн против алкоголя. Потому что все люди просто были какие-то ха-ха-ха, фан-фан-фан, лайк. Был один, где она получила много лайков, да, но 400, даже больше, чем 1000. Но, конечно, агентства и Clever, Media, Buy и так далее помогли, что это был выше. Но люди ничего не сказали, не заметили, что есть drinking problem. Да, она всегда был с виной. Это очень интересно. И после этого было много, конечно, много дополнительных медиа, просто разговаривал по поводу этой кампании, видео, очень интересно. Тоже, когда я начинал в рекламу печать, print, это было актуально, да, и это был очень большой медиа. И coupons, никто не использует coupons сейчас. Это такая ерунда, когда ответить ножницы, да, и взять физически до кассы и будет получить скидку. Мне очень нравится, что был в Швеции, они используют what is it, concept, old idea, да, coupons, но new execution. То есть они использовали Instagram именно как coupon. Interesting idea. Åhléns is Sweden's largest chain of department stores. They needed to spread the word about their summer collection to a new audience, the youngsters, a target group traditionally hard to attract for Åhléns. So we turned to a platform where we could find them and created a game only using Instagram and the screenshot function of their phones. In 3 different Instagram videos, products flashed by in high speed. If you were fast enough to screenshot an item, you got it at half price. To collect the discount, you just posted your screenshot, hashtagged it, and showed it at the cash register. And it worked. People posted thousands of screenshots of Åhléns products and automatically promoted the collection among all their followers and friends. They even started tagging others in the videos to spread the campaign. This way, the old-fashioned coupon became something new and engaging, and made the hard-to-get youngsters visit the store. Да, то есть, в принципе, это интересная идея. Просто очень idiot simple, да? Просто надо screenshot, потом share with hashtag, а потом показывать просто именно как физически. То есть это очень интересная идея. И very cool. А потом есть еще несколько фирм, которые делают very interesting work. То есть, допустим, General Electric. То есть, вы знаете General Electric? Они делают реактивные двигатели, forest, и так далее. Много big, скучных things, да? Но было много людей скучных, я думаю, что это очень интересно. Но у них тоже есть, в принципе, они очень успешны на Instagram. Они опять вот такая история, где продукт может быть скучный, но если человек будет разговаривать об этом с такой excited образом, страсть, и у них тоже есть хорошие фотографии. И очень интересно, я просто не нашел вовремя. У них был несколько отдельный проект, где они взяли группу фотографов и потом отправили им на какие-то, может, wind turbines, да, какие-то новые проекты, они снимали, они потом сделали какие-то дополнительные Instagram. И всегда фотографии очень красивые. У них есть много лайков, они около 10 тысяч, 15 тысяч. И тоже очень интересный, успешный. А потом есть in real life, да, IRL. Вы слышали, да? IRL, это, наверное, более западный. Instagram, насколько вот millennials, то есть как молодое поколение, они больше, меньше и меньше работают, просто с 9 до 6 в одном месте, они могут работать в разных агентствах, могут работать дома. У нас наш офис это именно может быть просто компьютер или телефон. И вот все эти новые карьеры, благодаря social media, но особенно Instagram, потому что Instagram есть очень хороший interaction, да? То есть он помогает людям просто менять career path, да? То есть в принципе есть
это еще немножко рано, но, допустим, есть вот несколько careers, которые я не слышал раньше, doulas. Wow. On-demand personal videographer, да, то есть несколько как new age professions. Doulas это какие-то помощницы для беременной женщины. У них есть, по-моему, им нужно какие-то минимум сертификат, но не полный медицинский. И doulas, он просто начинается благодаря Instagram, потому что люди, они просто соединят через Instagram. То есть это очень интересно. И есть еще Instameet. Вы слышали, что у них есть, да? Кто-то был на Instameet? Нет? Окей. Не было в России. Но это тоже интересно, что время в разных местах по всему миру у них есть Instagram, какие-то собрания. Они physical world, люди встретятся. И часто у них есть какие-то цели. Да, то есть последний, в принципе, любой человек может делать Instameet. Да, если я хочу, если вы хотите, в принципе, надо соединить с ними, они будут дать вам tools и помогать, что вы можете reach людей, которые, в принципе, рядом с вами. И это очень интересно. И как я понял, был очень успешный. И он дает еще stories, да, то есть есть много stories на Instagram. И, то есть, и часто у них есть какие-то цели. То есть последний Instagram сам сделал, да, потому что сам, Instagram делает несколько сами, потом любой человек может делать свои community. Они сделали такую тему kind words, потому что это был как такое место против троллинг и так далее, где люди очень такой, часто бывает, да, значит, что люди очень злой на comments, и они хотят, вот здесь на Западе вот такой новая идея, как kind words, что люди должны быть добры на их comments. Это тоже интересная вещь. И Instagram Beauty Temples, есть несколько beauty brands, они не самый большой, они такой маленький, mid-cost. И они понимают, что они должны строить какие-то retail space специально, чтобы люди будут снимать и поставить на Instagram. И это особенно в Корее и Japan, то есть это не сюрприз. Они строят какие-то минимум, какие-то strange artistic, да, какие-то интерьеры, и люди ездят туда и снимают, и пост, хэштег, есть какие-то инцентив. Это тоже очень интересно. Но он такой маленький пока, как я понял, это только больше на Korea и Japan, но это something interesting. И последний несколько слайд. To hashtag or not to hashtag, да? То есть мне очень нравится вот эта история. Это Ben & Jerry's. Ben & Jerry's, они был early adopter, то есть когда Instagram было самое сначала, да, 2000, когда он начинал, 13, да, то есть 5-6 лет назад, они были один из самых первых рекламных бизнесов, которые начинали использовать Instagram. И что интересно, что они сделали такой классик хэштег mistake, то есть они просто сделали promotion, и цель promotion был просто надо снять фотографию и хэштег capture euphoria, да? Ben & Jerry's, это хорошее мороженое, да? То есть это хорошее настроение. То есть фотография была нужна capture вот это настроение. Но, к сожалению, они получили много попки, потому что люди просто снимали попка и поставил capture euphoria. То есть это очень хороший экземпляр, как хэштег, это не может сам control, да? Это for the world to use. Должен быть очень осторожно в такой promotion. И есть, честно говоря, есть many разных советов по поводу хэштегов. Но как мы видели на слайде раньше, что обязательно должен быть хэштег. Да? Когда был один, он уже
более эффективно на 12-13%. То есть, в принципе, есть длинный список. Я взял, думаю, что ты сама, это hedge your bets, это, в принципе, просто попробовать something, то есть don't поставить, просто нельзя поставить post без hashtag, do something. Да? И, в принципе, чем больше, тем лучше. Да? Create your own, be original and emotive, not literal. То есть, вот это, если мы будем поставить фотографию моря, и будет hashtag the sea, да? Это очень общий hashtag. Если вы можете, в принципе, придумать что-то немножко более emotional, да, как sparkling water, да, допустим, да, если солнце, как sparkling water, это может быть не очень original, но лучше, чем море. Тем больше может быть emotive и not literal, да. Но это, в принципе, как copywriting в old school advertising, да, то есть есть картинка, нельзя просто делать описание картинки, надо пишет какие-то тексты, и заголовка, который будет открывать немножко с другой ассоциацией и вид на картинку. То же самое здесь. So если может быть original, но говорится хороший follow me, это очень хороший экземпляр, да, потому что это было именно все знает, кто придумал этот, и он, в принципе, owner of этот хэштег. Если ты успешный здесь, в принципе, то можно поставить в свой bio. Да? То есть, если, допустим, придется мне немножко поздно, говорится хэштег Майкл Гибсон, который был использован полтора года назад других людей, то сейчас я должен взять этот и поставить в bio, чтобы люди знали, что используют вот этот хэштег для меня, если это makes sense. Да? А потом есть несколько вещей, я думаю, что очень странно, по поводу legacy. Я недавно был в Лондоне, в Элтон, вы знаете Элтон Джон, да? Элтон Джон? Он очень хороший коллекционер фотографии. Вы знаете об этом? Я не знал. Он один из самых лучших по всему миру. Он один из самых крутой коллекционер фотографий. И это реально был большой сюрприз для меня. Они сделали большую выставку в Лондоне, в Tate Modern. Кто-то был в Tate Modern? Да? Отлично. Но он очень серьезно, то есть и его есть деньги, конечно, и его есть много хороших советов, и его коллекция, это вообще нереально, это абсолютно фантастика. И они сделали большой выставку. Но что интересно, потому что это old school thinking, да, они представили, что нельзя снимать no photographs. Это то же самое, в принципе, в Пушкин и Royal Academy, то есть здесь много мест, где, в принципе, нельзя take photographs. Это очень такой old school thinking. Это фотограф, когда человек был штатив, и фотограф, и big camera, да, то есть или был камера, которую он хотел, или она хотела снимать, чтобы использовать на high resolution. Сегодня у нас есть mobile phone, то есть это почти не фотограф, это social interaction, это немножко другое. Но мир не менялся. То есть, в принципе, на выставке было бы лучше поставить хэштег, да, и говорить людям, что им должны делать фотографию и поставить хэштег, да, чтобы было больше людей на выставке. Да. И, к сожалению, они только думают, что если люди будут снимать, это значит, они хотят украдут фотографию. Это очень странный менталитет, это очень old school. Это вообще не связано с реальностью. Это называется legacy, это когда old thinking или old technology не совпадает, что модная реальность. Есть такой очень cool guy, Chinese, да, вы знаете, Wei. То есть его была очень большая выставка в Лондоне, он поставил везде, просто не видит здесь, хэштег на всех стенах, там было написано take a photograph, share it и поставил хэштег. Потому что он такой современный человек, он понимает, что вот сегодня нужно share photographs,
give experiences другим людям. И, ну, вот эти его feed, да, IYY, то есть люди просто вот именно поставят photographs и with hashtag. То есть это очень правильно. Выставка, вот это old school, и просто вообще непонятно, это просто глупость. Это люди, которые не думают, что мы живем в 21 веке, и есть фотография. Если я часто там, я все равно всегда снимаю фотографии, если security говорит мне, что нельзя, я говорю, sorry. Потом я говорю, а почему именно? Вы знаете, что это нонсенс. Конечно, это не очень умно разговаривать с security, потому что у них есть один цель, это stop you take photograph или out. И они вообще не говорят, что надо stop. И иногда у них есть sympathy. В принципе, в России, вот старые бабушки, они всегда говорят, что ну, если вы будете, пожалуйста, делать, когда я не вижу. Они мудрые. Voilà. Okay, so, в принципе, все. Go tell your story. Picture's worth 1,000 words. И спасибо. Great. Пожалуйста, если есть any вопрос, пожалуйста. Это даже 1,5 часа, это очень много, только час. Никто не заснул. Я всегда смотрю, я чувствую, как это немножко жалко здесь. И думаю, если люди будут заснуть, это значит, надо, потому что это совсем, это поздно вечером. Молодцы. Спасибо. Пожалуйста. Все? Спасибо большое. А можно? Да, пожалуйста.